сегодня я хочу поговорить про процесс до подачи вашей статьи, какие аспекты важны и на что обратить внимание. И цель данного семинара – это переход от исследований к научным публикациям. Мы будем фокусироваться на стратегических решениях, в частности, как опубликовать ваши исследования, вашу научную работу в нескольких статьях или же докладах для конференций. Потом, как сформировать фокус и направление для каждой отдельной публикации. Результатом данной сессии, надеюсь, будет то, что вы уйдете с четким пониманием, какую именно статью вы будете проектировать, или, возможно, вы уже работаете над этим. Я являюсь ассистент-профессором в Назарбаев университете на факультете электротехники и компьютерной инженерии. Мой H-индекс составляет на данный момент 12. Я также являюсь руководителем 2 научных проектов от МОН-РК и 2 проектов от Назарбаев университета, финансируемых от Назарбаев университетом. Все публикации, которые мы создали в нашей группе, они Scopus индексируемые. А также благодаря этим публикациям я была выбрана как лучший научный сотрудник, и я стала обладателем стипендии талантливых молодых ученых от МОН-РК в прошлом году. Итак, понимание публикационной стратегии. Иногда многие ученые предполагают, что на основе одного проекта можно написать только одну научную статью. На самом деле, одна диссертация или один исследовательский проект, даже магистерский проект иногда, может стать основой для нескольких публикаций. Если мы поймем типы статей и какова цель каждой статьи, потому что типы публикаций, они различаются. И от этого зависит, в какой журнал вы будете подавать вашу статью или ваш манускрипт. Манускрипт – это статья, которая еще не опубликована. То есть она у вас в компьютере или же где-то на столе, но вы ее еще никуда не отправляли. То есть какие разные типы публикаций вообще бывают? Самый распространенный – это обзор литературы. С любого научного проекта можно опубликовать обзор литературы. Но если просто отступить немного, в последние годы из-за того, что у нас есть ИИ, ассистенты, обзоры литературы сейчас, когда отправляешь, уже поддаются большой проверке и оценке, и не всегда являются успешными. А потом у нас есть еще теоретические, концептуальные статьи, когда автор пишет про свою точку зрения или какую-то теорию, или проверяет какую-то теорию. Методологические статьи, когда автор хочет опубликовать какой-то метод, он обнаружил новый метод достижения какой-то цели, эксперимента, и он хочет это опубликовать. Эмпирические исследования, самые распространенные, когда мы публикуем основные результаты. Это могут быть экспериментальные данные, ваш эксперимент, который вы сделали в лаборатории, и вы хотите опубликовать с конкретными результатами. Типы публикаций мы понимаем, но если вы смотрите на свою публикацию, вам нужно понять, какова главная идея вашего манускрипта, как я сказала. И самая первая публикация начинается с вашего решения. Есть 2 типа выбора. Напиши статью и потом найди журнал. Второй выбор – выбери журнал и потом напиши для журнала. Потому что аудитория, которая читает тот или иной журнал, определяет структуру. Но где опубликоваться, под что я проектирую статью, это очень важно. И журнал определяет глубину теории, требования к методам, формат, таблицы, графиков в этой манускрипте, стиль аргументации. То есть второй тип выбора намного эффективнее, когда вы заранее, до написания вашей статьи, выбрали, какую статью будете писать и в какой журнал подаваться будете, а не иначе. Таким образом, вы сэкономите больше времени. Есть правило 3 журналов, когда вы, допустим, выбрали тип статьи, и когда вы выбираете, в какой журнал будете отправлять, выбирайте 3 журнала: основной, резервный и реалистичный. Любой манускрипт найдет свой дом, если подойти к этому вопросу с подготовкой. Потому что если вдруг манускрипт немного, по сравнению с другими, может быть, в вашей сфере, может, новизны маловато или еще что-то, если есть какие-то недостатки, то вы всегда можете выбрать журнал с поменьше импакт-фактором. Что такое импакт-фактор? Кто-нибудь знает из студентов? Импакт-фактор
Я этот слайд убрала до этого, потому что думала, про основы не нужно, но я вижу много студентов, поэтому я пройдусь пару минут, чтобы вы просто знали. Основы, научная статья, структура пишется по формату ИМРАД. Сейчас очень много и ассистентов, поэтому я не буду много времени на это тратить сейчас. Вы всегда можете найти информацию про ИМРАД формат, то есть введение, метод, результаты и дискуссии. И иногда заключение. Для общей информации статьи делятся на 4 квартиля. Понятное дело, мы не можем сравнивать статьи в архитектуре со статьями в там, machine learning, да, в машинном обучении, например. Хотя могут быть там пересечения, но все равно статьи делятся на 4 квартиля по вашей сфере определенной. То есть первые 25, топ-25%, вторые и так далее. И вот как раз-таки про импакт-фактор я сейчас спрашивала. Импакт-фактор – это такое число, да, которое определяет ранг вашего журнала, ну, этого данного журнала. Насколько он популярен, сколько раз цитируют статьи, которые опубликованы в этих журналах. Где находить статьи? Здесь я написала, какие базы данных существуют, где вы можете найти статьи. Хорошо. И возвратимся в этом материал. Следующий блок – архитектура научной статьи. На самом деле любой научный текст строится вокруг 3 элементов. Это аргумент. Мы формулируем утверждение. Это самое важное. Одна научная статья должна иметь один аргумент, один главный аргумент. Вот вашей научной статьей что вы хотите показать? Какой один аргумент вы хотите передать научному сообществу, да, через эту публикацию? Вторая проблема. Обязательно в научной статье тоже нужно указывать проблему. Потому что если нет проблемы, что мы решаем? Зачем мы пишем эту статью? Проблема, ваше утверждение в этой статье должно решать значимую проблему. Но чем значимее эта проблема, тем выше Q1 вы можете опубликовать. Соответственно. Третье – доказательство. У вас есть один аргумент, который решает какую-то проблему. Какие у вас есть доказательства, что ваш метод, то, что вы пишете, действительно решает эту проблему? То есть доказательства – это данные, которые подтверждают наш аргумент. То есть в экспериментальной статье это может быть ваши эксперименты, которые вы получили. Если у вас есть моделирование, результаты моделирования вы представляете. То есть один аргумент, одна статья, как я и сказала, но если вы пишете диссертацию или большой исследовательский проект, конечно, один большой проект обычно содержит несколько аргументов. Если мы говорим про научную статью, один основной вклад, четкая позиция. Одно сообщение, одна статья. Как я и сказала уже, каждая статья должна иметь одну центральную идею, основной вклад и ключевой вывод. Теперь мы переходим к блоку 2. Запишите ответ в вашем листе и напишите, какой основной аргумент эта статья должна решать. Для студентов просто скажу, почему мы и так очень много времени посвящаем публикациям, потому что некоторые студенты думают, что публикации нужны только в случае, если вы будете работать в университете в будущем. Но на самом деле публикация – это действительно доказательство вашей работы. Даже бакалавр-студенты, в бакалавриате, которые учатся, когда они делают какой-то маленький научный проект, они стараются некоторые опубликовать, потому что это очень хороший такой буст для вашего резюме в будущем. Даже если, когда вы идете на интервью, у вас будет о чем поговорить и показать доказательство, что вот публикация, она существует, любой может найти ее в интернете, и действительно поверит не только вашим словам, но и вот опубликованной статье. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что все записали ваш блок 2. Инструмент. Теперь мы перейдем к технике ПЦВ, инструмент фокусировки. До того, как вы начнете писать статью, вы можете написать одну страницу, используя технику ПЦВ. То есть это проблема, цель и исследовательские вопросы. Чтобы статья была публикуемой, нужно до написания текста определить проблемы, но мы уже определили, да, до этого аргумент и границы исследования. Давайте посмотрим более детально. Каждая статья требует новой концептуализации. Даже если проект уже спроектирован, для каждой статьи вы формулируете проблему. Даже если вы работаете над обзором литературы, там должна быть проблема, которая может вообще не совпадать для экспериментальной статьи, которую вы можете опубликовать.
Вы заново уточняете фокус, вы заново определяете вклад. И структура техники составляет, что одну страницу для понимания вы пишете. Сначала в одном-двух предложениях вы спрашиваете себя, в чем заключается конкретно проблема, которую вы решаете. Существует ли пробел в литературе? То есть отвечаете на вопрос, чего не хватает в текущей литературе. Это для контекста, где, когда, в какой дисциплине. Логика и обоснование. Почему это важно, на основе каких источников. Всегда нужно приводить источники. И концептуальные рамки более к соцнаукам подходят, к какой теоретической позиции вы смотрите. Это первая часть, это проблема. Вот вся дальше информация, контекст, логика, обоснование, концептуальные рамки – это как дополнительные вопросы для определения проблемы. И вторая цель исследования. Какая цель вашего исследования? Мы сейчас про это напишем, да, в нашем материале. И третье – это исследовательские вопросы. Какие вопросы раскрывают проблему? Давайте до того, как мы будем писать, я приведу пример. Вот докторант, он среди нас здесь есть. Например, да, докторанты испытывают тревожность при получении обратной связи. Это контекст дополнительный. Проблема. Есть проблема у докторантов. Эмоциональный аспект академического письма недостаточно изучен. Какой пробел? Мало исследований о том, как эмоции влияют на дальнейшее письмо после получения обратной связи или фидбэк от руководителя. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, да, как исследовать эмоциональный опыт докторантов, мы должны ответить на 2-3 вопроса. Чем и займется ваша статья? Например, в этом примере, какие эмоции возникают у докторантов? Второй вопрос, как они интерпретируются? То есть мы не можем иногда оценку дать, там 3-4, может шкала какая-то есть, но эмоции разные. Как влияют они на письмо, дальнейшее письмо докторанта в этом случае? И это В. П – проблема. Вопросы, они называются на английском research questions. Любая работа, она должна иметь под собой какие-то research questions. На какие вопросы вы отвечаете, проводя эту научную работу? Следующее. Когда вы напишете ответы на проблему, даете контекст какой-то, пишете цель и пишете вопросы, вы почти закончили с написанием даже абстракта, то есть аннотации. Вы знаете, что научная статья всегда имеет аннотацию. В начале краткое содержание статьи. Если вы добавите 1-2 предложения о методе, потом 1-2 предложения о ключевых результатах. Через эту работу какой ключевой результат вы достигли, какого? И у вас в таком случае готов уже структурный черновик аннотации до того, как вы начали писать статью. Здесь ключевая мысль, что аргумент формируется тогда, когда вы занимаете позицию по проблеме. То есть всегда пытайтесь найти, есть ли проблема, которую ваша работа решает. Из моей практики пару аспектов о публикациях. Эта статья должна вносить вклад, я думаю, мы это все понимаем. И очень часто нужно поставить себя на место редактора. Примет ли мою статью этот журнал или нет? А вот подумайте, как редактор, на что редактор обращает внимание, когда он получает манускрипты. Некоторые журналы, редакторы, они получают каждый день по 100 разных манускриптов со всего мира. Соответственно, они не читают каждый манускрипт. То есть ваша задача поймать интерес редактора. Для этого обычно пишется cover letter, то есть одна страница от руководителя проекта к редактору, где вы описываете. И обычно редактор читает этот документ до того, как они откроют ваш манускрипт. Редактор задает себе 2 вопроса. Почему это важно? Почему это стоит публиковать сейчас? Иногда бывает, что тема отличная, но, возможно, например, если мы подумаем во время пандемии, все научные статьи, которые связаны с COVID-19, были очень популярными, потому что это нужно было на тот момент. И если бы статья пришла про лечение рака, может быть, на тот момент статья о COVID-19, она была очень важна, и редактор выбирал вот эти статьи, да? Хотя рак тоже боль нашего общества, да, всех людей. И поэтому иногда бывает, что даже статья классная, отличная, но по времени она не совпадает с тем, что редакторы сейчас ищут. Они тоже же думают, будут ли читать эти статьи наши читатели или нет. Вот, эти 2 вопроса. Пытайтесь ставить себя на
позицию редактора до того, как вы выбираете журнал. Второе, нужно встроить статью в разговор журнала. То есть у каждого журнала, если вы заметите, у них есть своя спецификация. Как я и говорила в начале, каждый журнал имеет свою аудиторию. Некоторые журналы, они обширные. Например, с моей сферы Scientific Reports. Это редакция Nature, она очень-очень высоко востребована, но в Nature есть разные журналы. И, например, Scientific Reports, она очень обширна, она может публиковать разные темы. В инженерии, в точных науках, но не такой фокус. Например, другой журнал в моей сфере, я работаю в микрофлюидике, специфичная сфера, очень узкая. И вот в них есть такие журналы, которые только по микрофлюидике, и они предназначены для экспертов. То есть вы должны писать языком этого журнала. Если, например, вы подаете журнал, то не надо писать обширными словами, чтобы было понятно всем. У каждого журнала есть своя аудитория. Для этого читайте статьи этого журнала, посмотрите структуру, как они печатаются, и ссылайтесь на них. То есть, когда вы пишете свою работу, постарайтесь цитировать эти публикации, которые опубликованы в вашем журнале, который вы хотите отправить в статью. И продолжайте их обсуждение. То есть стройте ваши аргументы на том, что уже опубликовано. Ваш аргумент должен быть ясен для вас, во-первых. Если вы не можете сформулировать его в 2-3 предложениях, он еще, возможно, не сформулирован до конца. Четвертое, конкретика сильнее абстракции. То есть, если вы написали очень таким трудным языком, подумайте еще раз, могу ли я упростить некоторые слова, чтобы было понятно. Почему? Потому что, когда понятно, человек на нашей стороне. Правильно? Если редактор, он понимает, он на вашей стороне уже. А если он не понимает, это требуется cognitive load, нужно понять, потом уже про что работать. То есть, если четкие утверждения, интереснее общих рассуждений, если вы делаете утверждения. И где вес статьи? Некоторые спрашивают, как много мне нужно писать. Обычно results and discussion, оно самое важное, это как бы ключевой секции вашей статьи. Introduction, и введение и заключение, они очень компактны. Conclusion иногда в некоторых статьях даже не пишут заключение. Но introduction, введение, оно обычно одна страница достаточно. Зависит от вашей сферы. Но это где вы пишете больше всего. И реальность публикационного процесса. Мы уже почти закончили. То есть отказы – это норма. Если вы, особенно начинающий PhD-студент, который только начинает публиковаться, это может сильно по самооценке ударить иногда, когда, тем более, вы работаете очень долго, и вашу научную статью не принимают. Иногда мы это принимаем близко к сердцу. Но я хочу вам сказать, что вы так не делали, потому что я через это прошла. Например, во время студенчества, я помню статьи, когда не принимали, связывала со своей, может быть, я не доработала, может, вообще я не могу писать, да, вот такие приходят мысли. Но на самом деле отказы – это норма в наших реалиях. Это часть академической карьеры, не только относится к статьям, к получению работы, к получению грантового финансирования. Отказы – это норма. То есть, если вы получили отказ, но вам рекомендуют еще раз поменять и подать, или в другой журнал, который редактор рекомендует, или же в тот же журнал, просто с какими-то изменениями, это уже очень хорошо. Не воспринимайте это как отказ. То есть редактор видит потенциал. И редакторы хороших журналов, они обычно дают фидбэк. Первая статья лучше всего публиковаться в соавторстве. Когда вы только начинаете публиковаться, ваше имя еще не в этих базах данных, нигде мы не можем найти, да, их, например, даже в Google Search ввести. Поэтому редактор иногда смотрит на университет, в большинстве случаев они смотрят, с какого университета это идет, тем более в казахстанских университетах мы не так давно, да, на научной международной сфере, как республика. Поэтому они смотрят на ранг университета иногда, но если вы опубликовались, как сказали, с авторитетным автором, у вас уже они более, это вызывает какое-то доверие. Вначале самая первая статья, тяжело ее получить в одиночку. То есть это ускоряет вход в систему. Когда вы уже в системе, каждый шаг будет легче, да? Но это относится к любой сфере. Когда вы начинаете, всегда сложно, и потом, когда вы учитесь, у вас появляется какая-то уверенность в себе, и процесс идет легче.
Четвертое. Разделяйте написание и редактирование. Сначала создавайте аргумент, потом улучшайте формулировку. Делайте сильные выводы, не пересказ результатов. Таким образом, для публикации научных статей мы должны определить возможные истории, не Instagram stories, научные истории ваших данных. Если вы сделали PhD-работу, там, скорее всего, много stories. И иногда люди думают, что публикация имеет каждой главы, 3-4 главы, да, и вот одна глава может быть опубликована как статья отдельно. Но нет, вы подумайте, про какую историю вы можете опубликовать в нескольких журналах, если это требуется. Составьте список целевых журналов, как я и говорила, амбициозные, реалистичные, безопасные. Подумайте позиционирование каждой статьи под конкретную аудиторию, разный журнал, разная рамка и акценты. Разработайте технику для каждой потенциальной статьи до того, как вы начнете писать. Если вы не можете написать ПЦВ, статья еще не продумана, не концептуализирована. И больше ресурсов вы можете найти на моем YouTube-канале, на данный момент на казахском и на английском. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Или вы можете подойти потом, да, конечно.